Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы находимся в уникальном месте. Это музыкальный магазин. Я просто шел по коридору и увидел, что комбик Marshall здоровенный на 30 ватт всего 36 тысяч стоит. Я удивился, неужели существуют такие цены? Еще поменьше комбик Marshall пятнашка стоит 25 500. Сейчас зайдем внутрь, все вам расскажу, все покажу. Ну, насчет клавиш я не знаю, дорого это или дешево. Цифровое пианино Сайпиано 42 тысячи стоит. Банкетки, сидушки. Это уже чисто декор. Дальше пошли электрогитары. Одна из самых дешевых электрогитар Fabio 9900. Она как раз подходит для обучения игре на гитаре. Всего 9900 новая электрогитара. Тут различные корпуса, цвет там. Я не думаю, что сильно из дорогого дерева, но для начала самое то пойдет. Идем дальше по электрогитарам. Террис незнакомая фирма. Едем дальше. Вот, кстати, есть еще полуакустики. Полуакустики я вообще редко где в продаже вижу. В основном либо акустики, либо электрические гитары, либо электроакустики. А вот такой полуакустику, честно говоря, в первый раз вижу. Дальше Ibanez. Ibanez легендарный стоит всего 26 тысяч рублей. Korg. Китайская фирма, насколько я понимаю, но там у нее сложная история, но производство, по-моему, в Китае. Дальше едем еще. Ibanez 28 тысяч. Модель GRX какой-то. Дальше движемся. Джексон есть. Джексон, по-моему, кто-то из легендарных на таких гитарах играл, но я не помню кто. Yamaha. Yamaha, кстати, группа Эпидемия одно время играла исключительно на Yamaha. У них был контракт с этой фирмой. Epiphone. Epiphone отличная гитара. Les Paul. Special какая-то тут еще модификация. Винтаж. 40 тысяч рублей всего лишь. Эпифоны вот по 40 тысяч. Едем дальше. Fender Telecaster. Что еще нужно для счастья для настоящего гитариста? И всего 43 тысячи рублей. Исполнение, смотрите, какое классное. Снова эпифоны. Korg, Yamaha. Черная Yamaha, очень интересная такая. Едем дальше. Басы пошли. Басы. Террис, Korg. Бас-гитара 20 тысяч. Представьте себе. Какой-то бас даже дешевенький есть за 14 тысяч. Вообще. Пятиструнный бас. Ну, достаточно редкая гитара. Кто ее использует? Отдельные только оригиналы. По дешевым комбо-усилителям. Комбик Korg 12500. Он на, по-моему, на 20 ватт, если я не совру вам. Ну, 20-ка значит 20 ватт. Все есть, ничего лишнего. 12500. 12900 комбик Korg помощнее немножко. И с такой тканью отделанный, очень удобный. Комбари светлые, 20 тысяч, 25. Самый дешевый комбик 6700. Представьте себе, 6700, и уже у вас есть готовое устройство для того, чтобы играть в переходе. Акустические гитары у нас здесь. Электроакустика. Господи, название Кремона. 57 тысяч. Korg. Еще один. А где же Korg-то еще видел? Вот, Korg 35 900. Отделка. Очень шикарная, легкая гитара. И она покрыта маслом. Очень благородно выглядит. Не лакированная. Здесь у нас лакированные. Fender лакированный за 33 тысячи. Но лично мне лакированные меньше нравятся. Больше нравится исполнение, когда вот покрыто маслом. Это очень благородно. Акустики, электроакустики. Вот 12-струнная даже есть акустика. Представляете? Ну, то есть, поскольку есть пятиструнный бас, здесь и 12-струнная акустика, выбор очень в магазине богатый. Можете выбрать как для обычной игры, так и для всяких арт-роковых ответвлений. Укулеле. Укулеле на фоне, сколько там? 200 стоит. Зелененькая укулеле. Не знаю, кто на них играет. Фолк играет, да что прочее. Мандолины и балалайки. Балалайка. Балалайкер называется фирма. 9900. Мандолина 15400. Домбра, не мандолина. Домбра трехструнная 15400. Акустики. Широчайший выбор. Ну, что еще можно себе представить? Вот для того, чтобы вы понимали, вот это все занято акустиками. В два ряда висят. Вот, кстати, насчет акустических-то гитар я, оказывается, мало брендов знаю. Белучи. Не знаю, что за Белучи. Как будто Италия.
Ремешочки, ремешки классные. Вот этот мне прямо нравится. Такой интересный по цвету. Он для металла тоже подходящий. Planet 6400 ремешочек. Есть прямо даже с шитьем. Но вообще чисто байкерская тема. Чехлы. Чехлы тонкие. Так, вот есть здесь толстые чехлы. 4200. Теплый чехол. Можно в любую нашу уральскую зиму носить свой инструмент. Проблем не возникнет. Это MIDI синтезатор. Тоже MIDI для диджеев. Тут у нас Casio. Всего 13490. Casio. С ума сойти. Casio уже посерьезнее цена за 29500. Это, я думаю, что-то ближе к профессиональному. Хотя быть немножко. Так, самый дорогой у нас Casio. А, вот Yamaha. Yamaha 42 тысячи всего лишь. Но я думаю, для Yamaha это очень хорошая цена. Снизу еще одна Yamaha, но почему-то ценника нет. Видимо, она уже отложена или продана. Цифровое пианино Casio за 57 тысяч. Можете почувствовать себя классическим музыкантом. Контрабас. Кстати, я вживую, вблизи контрабаса никогда и не видел. Контрабас 56 900 стоит. Вы посмотрите на этот огромный инструмент. Какая мензура здесь? Здесь мензура, наверное, сантиметров 15. Это, ну вот, до корпуса, а до грифа, конечно, ближе. С ума сойти. Просто инструмент вызывает уважение. О, медные духовые даже есть некоторые. Так, корнет у нас есть. Ну, корнет только в составе ансамблей, насколько я знаю, используется. А вот кларнет, на нем играет фолк. Кларнет, кстати, дешевенький, 23 900. Ну, я думаю, это начальный уровень. Я видел в деревянной коробке 1000 за 100. Это, наверное, более уже такой. Посеребряная флейта. Всего 26 тысяч. Классическая. Саксы. Какой-то маленький сакс. Сопрано сакс. Перкуссия. Деревянные кастаньеты, трещотки, ложки. Маримба или кто-то... Не маримба, как называется? Калимба. Калимба де Луна. Так, студийный микрофон 5300. Вокальный студийный микрофон 5300. С ума сойти, очень дешево. Мне предоставили интересный образец. Это варган. Подскажите происхождение названия. Я вот что-то помню, что это не алтайский, а какой-то... Ну, тоже восток России. Варган новенький. Он белый, к сожалению. Вот еще бывают, когда черненый, он поинтереснее выглядит. Так, сейчас. Пробуем звук варгана, какой он. Сколько стоит? Ну так, примерно. 5800. 5800. Ну-ка, с глушением если. Как на гитаре глушение вот этим местом делаешь, так же здесь пальцем. Скрипки. Скрипки, ну, это же маленькие, да? Это взрослые скрипки? Это да, 4 четверти. Ничего себе. Ну, какие маленькие с виду. Это вот для детей 3 четверти для обучения. Процессор. А, это контроллер. Пюпитры по 1500 и 1900. Барабанная установка. Mapex. Не знаю такую фирму. Это не полная кухня, конечно.
И здесь у нас что к ней сделано? Без педали. Педаль отдельно. Ой, не включил. Благодарю за... Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.